Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Сталик Хамкишиев, и это программа о вкусной и здоровой пище. На самом юге Азербайджана расположен удивительно вкусный край. Называется этот край, регион, Ленкорань. Ленкорань – это субтропики. Там палку в землю воткни, расцветет цветами и ягодами. В Ленкоране все такое вкусное, еще и потому, что в Ленкоране очень любят и хорошо умеют готовить в тандырах. Одно из самых популярных ленкоранских блюд – это цыплята ляванги. Впрочем, цыплята ляванги давным-давно уже распространились по всему Азербайджану. Весь Азербайджан любит этих цыплят и готовят их очень часто, готовят повсеместно. И на севере Азербайджана, и на западе, и на юге, и в самом Баку тоже готовят. Я тоже решил приготовить цыплят ляванги. Но сначала я хотел бы вспомнить о тех людях, от которых я научился этому блюду. Несколько лет назад я отправился в кулинарную экспедицию в Ленкорань к мастеру по имени Губат Муалим. Губат Муалим специалист, сестра его специалист, сыновья у него специалисты. Одним словом, вся семья специалисты, повара. Готовят для свадеб, готовят в ресторане, готовят одновременно порою в 30 тандырах. Вы можете себе представить? Так вот, я поехал в Ленкорань вооруженный знаниями о том, как пекут и как готовят самые различные продукты в других странах. Из справочников шеф-поваров я знал, что наилучшая температура для выпечки курятины и цыплят в частности 185 градусов. Из тех же справочников я знал, что наилучшая степень готовности цыпленка – это когда в его грудке температура достигла 83-84 градусов. И вот, в доме у Губат Муалима готовится пир горой. Все работают, все заняты. И даже сноха, которая на самом деле работала не поваром, а учительницей, как-то помогает. Например, подходит она к тандыру, где сейчас будут запекаться цыплята. Посмотрела в него вот так, берет 2 полена и бросает в тандыр. Я замеряю температуру внутри тандыра, и в нем ровно 185 градусов, как у меня сейчас. И в этот момент сестра Губат Муалима начинает опускать в этот тандыр курочек. Точно так же, как я сейчас. Вы думаете, они воспользовались моими термометрами, моими измерениями? Ничего подобного. Эти люди на ощупь, эти люди практически интуитивно знают, чувствуют, понимают температуру внутри тандыра. Для того, чтобы этому научиться, надо родиться в тех краях, где готовят в тандырах, либо в печи. Надо с детства вертеться под ногами у взрослых, чтобы запомнить лицом, руками, всем своим телом ту температуру, при которой готовится одно либо другое блюдо. Да, вот кажется, что очень просто все. Тандыр и есть тандыр. Что здесь? Вот глиняная кладка, кирпичная кладка. Развели огонь, сунули, и все очень хорошо получается. Нет, товарищи, не надо путать съедобное и вкусное. Вот чтобы получилось вкусно, для каждого блюда существуют свои температурные режимы. Еще раз повторяю, что мастера по приготовлению еды в тандырах не замеряют эту температуру. Они ее запомнили. А вот нам с вами, для того, чтобы перенять их опыт, измерительные приборы понадобятся. Но сейчас все хорошо, 185 градусов, и мы закрываем крышку тандыра. Я подложил чистую мокрую ткань для того, чтобы крышка приобрела некоторую герметичность. Но этого мало. Крышка должна еще и удерживать тепло внутри тандыра. И для этого у меня есть кое-что. У меня есть мой старый, любимый узбекский чапан. У меня есть старое, но очень теплое, надежное одеяло. Накрываем крышку сначала одеялом, а потом и чапаном. На сколько времени? На сколько минут? А я не знаю. Я буду ориентироваться на термометр. Вот как только термометр просигналит, я продолжу мой рассказ о приготовлении цыплят ляванги в Ленкоране. А пока что давайте я покажу, как мы
фаршировали этих цыплят. Ведь цыплята леванги – это цыплята, фаршированные особым фаршем. Пойдемте, я вам все покажу. Наверняка на рынках вы встречали продукт, который по-азербайджански называется лавашана. Посмотрите, как он выглядит. По-русски этот продукт называется левашики. Корень явно один. И происходит, возможно, от слова «лаваш». Только в данном случае это лаваш из фруктов и ягод. Примерно то же самое, что вот эта фруктовая пастила. Использовать можно как пастилу, так и лавашану. Их необходимо измельчить, залить горячей водой, и получится нечто вроде повидла, только без сахара. И кроме того, его никогда не готовили, никогда не нагревали. В отличие от лука, который томили в топленом масле очень долго, при низкой температуре, и лук стал похожим на джем золотистого цвета. А это грецкие орехи. Одним словом, в этом фарше встречается все самое лучшее, что дает природа Азербайджана, но что, по счастью, можно найти на любом российском рынке. Пропорции ингредиентов во многом зависят от вкуса лавашаны, но я вижу, что эта лавашана достаточно кисленькая, поэтому орехов можно насыпать много. И посолить надо, ведь это фарш для цыплят, ведь это не десерт, это еда. Знаете, с таким фаршем я готовил кутабы, ну что-то вроде чебуреков, которые пекутся на сухой сковороде, а потом смазываются сливочным либо топленым маслом. Я с таким фаршем готовил долму. Только я приправлял его точно так же, как приправляют фарш из баранины. Добавлял зиру, добавлял кориандр, черный перец. И многие люди не могли отличить его от мяса. Одна вегетарианка недовольно морщила губы и говорила: «Вы подсунули мне баранину». Эх, милая, да какая баранина? Это намного лучше. Это же фарш для цыплят леванги. Этим фаршем можно начинить рыбу, этим фаршем можно начинить индюка, любую другую птицу. Он отлично подходит практически ко всему, что только можно нафаршировать. Само слово «леванги» восходит к слову «живот», «брюхо». А с точки зрения кулинаров, место, в которое можно уложить еще что-то вкусное. Вот хорошо выкормленным цыплятам для вкуса ничего, кроме щепотки соли, не надо. Посолите тушку изнутри, посолите снаружи. Все складочки хорошо просолите. Потому что несоленая птица, ее как ни пеки, как ни жарь, как ни отваривай, вкусной быть не может. Когда станете фаршировать цыплят, имейте в виду, что фарш во время нагревания имеет обыкновение расширяться, а сама птица, наоборот, будет сжиматься, станет несколько компактнее. Не надо накладывать фарша слишком много. Оставьте свободное пространство. В коже грудки прорежьте кармашки. В них крылышки можно будет спрятать, чтобы они не пересохли, чтобы они не пригорели во время запекания. Крылышки тоненькие, пригорят очень легко. Здесь есть один секрет. В крылышке, там, где у людей локти, есть перепонка. Надрежьте ее, тогда крылышко уместится в кармашке практически полностью. А ножки? Что сделать с ножками, чтобы они не болтались и не пригорали? Как их прижать к корпусу птицы? Можно, конечно, бечевку использовать, а можно в брюшке проколоть небольшие отверстия. Берете брюшко с левой стороны и натягиваете на сустав правой ноги. А потом берете левую ножку и точно так же просовываете через отверстие в правой стороне брюшка. Вот и все. Обошлись без бечевок. Цыплята превратились в компактные шарики, и теперь они будут пропекаться равномерно со всех сторон. Но обычно я даю полежать фаршированным цыплятам. Во-первых, соль на поверхности цыплят должна слегка растаять и пропитать тушку. А во-вторых, кисленький фруктовый фарш как бы маринует цыпленка изнутри. Так вот, проходит время. Минут 40 или 50, я не помню точно. Но я с нетерпением гляжу на свой термометр. И вижу, что стрелка термометра подбирается
к 82-83 градусам. И эта добрая женщина подходит к тандыру и начинает его разоблачать. Она снимает с него одно одеяло, потом второе одеяло. Потом она берет ухват, опа, открывает крышку, и на термометре ровно 83 градуса. Загляни, загляни, посмотри, полюбуйся. Один цыпленочек не выдержал и свалился. Хорошо, что тандыр у меня особой конструкции, внизу него есть решетка. Хватит, ай, хватит, спасибо. 83,6. Надо иметь в виду, что продукты, уже даже находясь на столе, еще продолжают готовиться внутри. Как это происходит? Они хорошо нагреты снаружи. Но внутрь продуктов тепло проходит очень-очень постепенно. Очень-очень медленно. Вот он. Все хорошо и с этим цыпленочком. Отложим его на отдельное блюдо. Так вот, продукты продолжают нагреваться от тепла, которое накоплено во внешних слоях. И это происходит прямо сейчас. И ничего страшного. Пусть постоит еще минуточку. Пусть отдохнет. Мы за это время успеем поговорить с вами об очень важных вещах. Очень часто комментаторы в Ютубе, в других социальных сетях спрашивают меня, сколько точно граммов нужно класть того либо другого? Скажите, сколько точно граммов? Послушайте, родные мои, ну какая разница? Ну весили бы эти цыплята 450 граммов или 600 граммов. Они что, из-за этой разницы в весе перестали бы быть цыплятами для ванги? А если мы положили внутрь, ну не знаю, там на 50 граммов больше грецких орехов? И что, начинка перестала быть начинкой для лаванги? Нет, все это совсем не так. Все это отнюдь не самые важные параметры. Но вот если бы печка, тандыр, изначально была нагрета не на 185 градусов, как у нас сегодня, и как там было в Ленкоране, а, скажем, до градусов 250. Что бы произошло с этими цыплятами? Вы думаете, они получились бы вот такими золотистыми? Да ничего подобного. Они снаружи бы покраснели, а может быть даже бы и почернели, но внутри, скорее всего, остались бы еще сыроватыми. Потому что тепло внутрь любого мяса, любой птицы проходит очень и очень медленно. И 185 градусов – это температура выверенная, найдена эмпирическим, опытным путем. Так что же выходит? Поставь в обычную духовку при температуре 185 градусов и получишь точно таких же цыплят? Не совсем. Дело в том, что тандыр, как и любая другая печь, постепенно остывает. И за те 45 либо 50 минут, что цыплята провели в печи, тандыр остыл до 150 градусов. Точно так же было и в Ленкоране, потому что у нас тандыры примерно равных размеров и примерно равного веса. Мой тандыр весит порядка 500 килограммов. Примерно столько же весил тандыр в Ленкоране. Если взять тандыр полегче, скажем, 40 килограмм, 50 килограммов, ну, продают же такие симпатичные, легкие, бытовые, взял, понес, в багажник машины поставил. Но когда в этот 40-килограммовый тандыр опускают 4 килограмма холодных продуктов, температура внутри этого тандыра опустится очень резко. Если подтапливать тандыр, подложить снизу уголька, и пусть себе горит и поддерживает равную температуру. Ну, во-первых, непонятно, какой получится эта температура. А во-вторых, что очень важно, в тандыре образуется поток воздуха, сквозняк. И сквозняк высушит продукты, там не останется ни грамма сока. А у нас сейчас сок да прямо течет из курятины. Вы посмотрите, что творится. Еще и косточки выпадают. Так что же, правила и законы физики, которым подчиняется приготовление цыплят в тандыре в Азербайджане. Что, для Азербайджана они одни, для России другие? Нет.
Правила и законы физики, правила и законы кулинарии одни и те же. Хоть для Азербайджана, хоть для Америки, хоть для России, хоть для Китая. И везде оптимальная температура выпечки будет одной и той же. 185 градусов. Не бойтесь готовить цыплят для ванги в обычной духовке. Только не перегружайте духовку. Имейте в виду, что 500-килограммовый тандыр обладает огромной тепловой инертностью. И в него положили 4 холодных цыпленка. Да можно было бы положить и 24. И он этой загрузки практически не заметит. А если вы положите 4 цыпленка в вашу духовку, то все будет зависеть от ее мощности. Возможно, что ей довольно долго вновь придется набирать рабочую температуру 185 градусов. За это время птица может и подсохнуть. Но если положить одного цыпленка или 2, неужели вы думаете, что получится намного хуже, чем у меня сегодня? Ну, разве что запаха вот такого не будет, дымка такого не будет. На то и печь, на то и тандыр, на то и увлечение кулинарией. Понимаете, ведь для того, чтобы просто поесть, на самом деле, да можно ее и отварить, можно вот готовую пойти в палатке купить. Но когда мы сами готовим в печи, в тандыре, мы с вами получаем удовольствие. А кроме этого, мы приобретаем знания. Знания об окружающем мире, знания о законах кулинарии, о законах физики, которые одни и те же во всем мире, везде и всюду, где люди готовят еду для того, чтобы сказать друг другу: приятного аппетита!